Декабрь в округе Амелия, штат Вирджиния, в 2023 году выдался сырым и пронизывающим. Ледяной ветер гонял по парковке перед местным сетевым супермаркетом Dollar Store сухие листья и обрывки пластиковых пакетов. Люди, кутаясь в теплые куртки и пряча носы в шарфы, спешили поскорее прошмыгнуть внутрь магазина, где пахло теплом, свежей выпечкой и предпраздничной суетой. Мало кто обращал внимание на серую тень, застывшую прямо у входа на холодном бетонном крыльце. Это была собака породы питбуль. Переступая с лапы на лапу, чтобы хоть немного согреть подушечки о леденящий гранит, она сидела в одной и той же позе часами. Ее взгляд, полный невыразимой грусти и какой-то древней мудрой покорности, был прикован к автоматическим стеклянным дверям. Каждый раз, когда они с тихим шуршанием разъезжались в стороны, собака слегка подавалась вперед, приподнимая уши. Но она не лаяла, не скулила и не заглядывала в сумки покупателей, выпрашивая еду. Она просто ждала. Она смотрела в лица людей, всматривалась пристально, словно пытаясь отыскать среди сотен равнодушных прохожих того самого человека, который сможет понять ее без слов. На ее теле отчетливо виднелись следы жестокого прошлого. Шкура серо-голубого окраса была покрыта многочисленными старыми и свежими шрамами. Шерсть на морде местами поредела, а уши были неровно порваны. Но вопреки грозному виду, который стереотипно приписывают бойцовским собакам, от этого существа веяло абсолютным миролюбием. Это была не агрессия, это была тихая, отчаянная мольба о помощи. Так продолжалось несколько дней. Питбуль стал частью унылого зимнего пейзажа парковки. Сотни людей проходили мимо. Кто-то брезгливо ускорял шаг, боясь опасной собаки. Кто-то сочувственно вздыхал, но шел дальше, погруженный в собственные предновогодние заботы и покупку подарков. Все изменилось, когда мимо проходила местная жительница Барбара Даутин. В отличие от большинства, она не смогла отвернуться. Остановившись, Барбара заглянула в эти глубокие, полные боли карие глаза. Собака в ответ лишь слабо вильнула хвостом, словно боясь показаться навязчивой. Сердце женщины сжалось. Барбара достала телефон и сделала несколько снимков собаки, которая в этот момент снова повернулась к стеклянным дверям, с надеждой заглядывая внутрь теплого вестибюля. Вечером того же дня Барбара опубликовала фотографию в Facebook с призывом о помощи. «Пожалуйста, помогите. Эта несчастная девочка уже несколько дней сидит на морозе у Dollar Store в округе Амелия. Она очень добрая, но ей срочно нужны тепло и забота». Пост мгновенно привлек внимание пользователей социальной сети, и в комментариях развернулась бурная дискуссия. Люди, имеющие опыт в спасении животных, сразу обратили внимание на характерные увечья на морде и теле собаки. «О, Господи, посмотрите на ее морду, она вся искусана и порвана», — написала одна из пользовательниц. «Она выглядит в точности как собака-приманка, бейт-дог». Живодеры используют таких беззащитных и неагрессивных псов, как живые мишени, чтобы тренировать злобу у бойцовских собак. Бедняжка явно сбежала от каких-то монстров. Ее нужно забрать немедленно, пока эти недолюди не нашли ее снова. Другой комментатор, видевший собаку лично, подтвердил. «Да, я видел ее там вчера. Я подошел погладить. Она невероятно дружелюбная. Настоящий комок любви, несмотря на все то дерьмо, через которое ей, видимо, пришлось пройти». Однако, помимо сочувствия, в комментариях вспыхнула волна праведного гнева. Многие пользователи были возмущены тем, что собака страдала на виду у всех столько дней, и никто не ударил пальцем о палец. То есть сотни людей просто проходили мимо этого бедного существа и даже не подумали предложить помощь? Слов нет, просто качаю головой от человеческого равнодушия, возмутился один из интернет-пользователей. «Кто-нибудь уже забрал этого сладкого ребенка?» эмоционально написала другая девушка. «Если нет, я выезжаю прямо сейчас. Это просто смешно. Собаки не умеют говорить.
Единственный способ для них попросить о помощи – вот так стоять и смотреть на нас. А мы просто фотографируем их и выкладываем в интернет. Как же это бесит! Хватит делать фотки. Помогите собаке, она же замерзает на улице. Этот шквал комментариев и звонков возымел действие. Неравнодушные члены интернет-сообщества связались с местной службой спасения животных. Вскоре на парковку магазина выехала машина организации Amelia Animal Shelter. Когда волонтеры и офицеры по контролю за животными прибыли к магазину, они застали ту же картину, что и на фотографиях в соцсетях. Собака сидела на том же самом сантиметре замерзшего бетона, покорно опустив голову. Она даже не попыталась убежать, когда к ней подошли люди со специальным поводком. Напротив, она мягко поднялась, подошла к спасателям и доверчиво уткнулась носом в ладони офицера, тихонько поскуливая, словно говоря: «Спасибо, вы наконец-то пришли». Собаку аккуратно погрузили в теплый автомобиль и доставили в приют округа Амелия. Там ее сразу же осмотрел ветеринар. Животное было сильно истощено, обезвожено, а старые раны требовали обработки. Однако в ходе детального медицинского осмотра врачи обнаружили деталь, которая повергла всех в шок и заставила полностью переосмыслить поведение собаки. У питбуля было сильное припухлое вымя со следами недавнего кормления. Ветеринар вынес однозначный вердикт. Эта собака родила совсем недавно, буквально несколько дней назад. Но никаких щенков рядом с ней на парковке не было. В этот момент у сотрудников приюта пазл сложился в единую, разрывающую сердце картину. Собака сидела у магазина не потому, что искала еду для себя, и не потому, что ей просто было холодно. Обладая невероятным материнским инстинктом, она понимала, что ее новорожденные дети обречены на гибель в зимнюю стужу без человеческой помощи. Ослабевшая, измученная, она пришла к месту, где было больше всего людей, и смиренно просила спасти ее детей. Она жертвовала собой, оставляя малышей в укрытии, чтобы привлечь внимание к их общей беде. Время пошло на минуты. Декабрьский мороз усиливался, и если щенки остались где-то на улице без материнского тепла, они могли погибнуть от переохлаждения в любой момент. Спасатели понимали – медлить нельзя. Команда волонтеров приюта совместно с неравнодушными местными жителями срочно вернулась к супермаркету Dollar Store. Они начали прочесывать окрестности, заброшенные пустыри, кусты, канавы, пространство под торговыми павильонами и старыми сараями неподалеку. Офицеры пытались угадать, откуда именно могла прийти собака. Поиски длились мучительно долго. Обыскав несколько кварталов, волонтеры уже начали терять надежду, как вдруг один из спасателей услышал едва различимый тонкий писк, доносившийся из-под груды строительного мусора и старых досок на заброшенном участке за магазином. Бросившись туда, люди начали аккуратно разбирать завалы. Там, в импровизированном гнезде из сухой травы и тряпок, плотно прижавшись друг к другу, копошились крошечные пушистые комочки. Они были грязными, голодными и совершенно замерзшими, но, о чудо, они были живы. Материнское укрытие и их собственная тяга к жизни помогли им продержаться те несколько дней, пока их мать дежурила у дверей магазина. Щенков аккуратно завернули в теплое одеяло, погрузили в машину и на максимальной скорости повезли в приют, где их уже ждала взволнованная мать. Момент встречи матери со своими детенышами в стенах приюта заставил плакать даже видавших виды сотрудников. Как только Изи, так назвали собаку волонтеры, услышала писк своих малышей, ее грустные глаза мгновенно загорелись невероятным счастьем. Она принялась судорожно вылизывать каждого щенка, тихо и нежно урча, словно извиняясь за то, что ей пришлось оставить их ради их же спасения. Малыши тут же принялись жадно пить материнское молоко, согреваясь и приходя в себя. Через несколько дней после спасения Amelia Animal Shelter опубликовал на своей странице в Facebook радостное обновление. Мама и ее малыши сегодня побывали у ветеринара,
Все прошли полный осмотр, получили необходимые процедуры, педикюр и лекарства, чтобы пойти на поправку. Мамочка, которую мы назвали Иззи, это просто невероятный комок нежности и любви. Вся семья чувствует себя прекрасно, у них отличный аппетит, они в тепле и безопасности. История Иззи мгновенно разлетелась по сети, став символом безграничной материнской любви, самопожертвования и верности. Никто не знает, сколько времени этой сильной собаке пришлось выживать в одиночку на улицах, подвергаясь жестокости со стороны бывших хозяев, но одно можно сказать наверняка: она не сдалась ради своих детей. Финал этой истории оказался по-настоящему сказочным. Малыши Иззи быстро росли в тепле приюта, окруженные заботой, и как только они достаточно окрепли, для каждого из них выстроилась очередь из желающих подарить им дом. Все щенки были успешно усыновлены любящими семьями. Но самым главным чудом стало то, что сама Иззи не осталась незамеченной. Сотрудники приюта описывали ее как на редкость кроткую и доверчивую собаку. В одном из постов они в шутку написали: «Иззи настолько нежная и аккуратная, что будет есть такитос прямо у вас изо рта, ни разу не задев зубами». В январе 2024 года Иззи обрела свою настоящую любящую семью. Человек, который забрал ее, пообещал, что больше никто и никогда не причинит этой собаке вреда. Сегодня Иззи живет своей лучшей жизнью, спит на мягких диванах, играет на зеленой лужайке и больше не должна мерзнуть на бетонном полу, умоляя равнодушных прохожих о пощаде. История Иззи — это мощное и трогательное напоминание о том, как глубоко умеют чувствовать животные, о том, что материнская любовь не знает видовых границ, и о том, что даже не владея человеческой речью, наши четвероногие друзья находят способы попросить нас о помощи. Главное — не проходить мимо, уметь вглядываться в их глаза и вовремя протянуть руку спасения. А как поступили бы вы, если бы увидели Иззи, одиноко стоящую у дверей магазина? Поделитесь своими мыслями и распространите эту историю, чтобы как можно больше людей научились быть внимательнее к тем, кто не может сказать о своей боли вслух.